У меня было много возможностей общаться с его святейшеством Тамал Кришной Госвами. Both when I was on Radha-Damodara, when I was on there was a party called Radha-Damodara. Это происходило как во время этой странствующей группы Санкиртаны, которая называлась именем Радха-Дамодары. When I was a temple president in Texas. Я тогда был президентом храма в Техасе. When he had gone to school. И у него там была своего рода школа. In Cambridge. В Кембридже. In different places we had association, especially in Vrindavan in India. И еще в нескольких местах, в частности во Вриндаване в Индии. I first found out about Tamil Krishna Maharaj in 1968. Впервые я о нем услышал в 1968 году. He had started the book distribution in Los Angeles. Он начал распространение книг в Лос-Анджелесе. And Prabhupada wrote him some letters saying, glorifying how nicely it was that they were going and distributing back to Godhead. И Шрила Прабхупада написал ему несколько писем, в которых восхищался его способностью распространять журнал обратно к Богу. And how wonderful it was that they were supporting the temple, distributing back to Godhead. И как чудесно то, что благодаря этому распространению журналов ему удается содержать храм. So at that time I was living in Buffalo, New York. В то время я жил в Баффало, в штате Нью-Йорк. I was a student at the university. Я еще учился в университете. But I was also living in the temple. Но в то время я уже жил в храме. And my temple president came to me and said, I want you to get a job. Мой президент храма пришел ко мне и сказал, я хочу, чтобы ты взялся за работу. And getting a job was the last thing in my list of things I wanted to do. Устраиваться на работу это было самым последним делом, то есть делом, которого мне хотелось бы меньше всего. I didn't join the Hare Krishna movement to go and get a job. К движению сознания Кришны я присоединился не для того, чтобы устраиваться на работу. But we needed some money in order to support the temple. Но он сказал, что нам нужны деньги, чтобы содержать храм. So right at that time, I got a copy of the letter that Prabhupada sent to Tamil Krishna Maharaj. И как раз в то время мне попалась копия того письма, которое Шрила Прабхупада отправил Тамал Кришной Госвами. So I said, anything's better than a job. И я сказал, все что угодно, только не работа. So we took the 5 devotees in the temple. Мы собрали еще 5 преданных из храма. 5 or 7 devotees, and we went in and we did our first Harinam. 5 или 7, может быть, и вышли на первую Харинаму. And myself and another devotee and myself, we took a conch shell. Conch shell. Conch shell. И я и еще один преданный взяли с собой раковины. And some of the devotees did Harinam. Некоторые, пара других преданных вели Харинаму. And the other devotee, myself, went around with the conch shell, and people put money into the conch shell. А мы с другим преданным носили с собой эти раковины, и люди кидали деньги в эти раковины. And we went back to the temple. Когда мы вернулись в храм, and we counted the money, и сосчитали деньги, and it was $26. Оказалось, что там $26. Which was a lot of money at that time. В то время это еще были большие деньги. And that's what we did every day for so many years. И вот так мы стали заниматься этим каждый день на протяжении многих лет. 8 hours a day. По 8 часов в день. But instead of a conch shell, we distributed back to Godhead magazines.
И также мы распространяли эти журналы обратно к Богу. So that was the first direction I got from Tamал Кришна Maharaj. Итак, я получил свое первое наставление от Тамала Кришна Махараджа. The next time I met him, he came to the temple I was president of. В следующий раз, следующий случай произошел, когда он приехал в тот храм, в котором я был президентом. And he came with around 20 brahmacharis. Он прибыл в сопровождении примерно 20 брахмачари. And we had a small preaching center. А у нас был всего небольшой проповеднический центр. So they stayed there for a week. Они оставались там неделю. And Tamал Krishna Maharaj was on the phone constantly. Tamал Krishna Maharaj was speaking on the telephone quite a lot. И Тамал Кришна Махарадж все это время непрерывно говорил по телефону. So between the feeding the brahmacharis, the telephone, и между делом, как он заботился о брахмачаре, там кормил их и разговаривал по телефону, the amount of money they were spending went up and up and up. И сумма денег, которую мы тратили, все увеличивалась и увеличивалась. So I went to Tamал Krishna Maharaj and I said, perhaps you can give a donation. Тогда я подошел к Тамал Кришна Махараджу и сказал, может быть, вы пожертвуете что-нибудь? And he said, give you a donation. You're supposed to give me a donation. Он сказал, пожертвовать тебе? Нет, ты должен жертвовать мне. So then I said, all right. And then I left, and one of his brahmacharis came up to me and said, you've committed a great offense. Тогда ко мне подошли и несколько из его брахмачари сказали, ты совершил великое оскорбление. So you should go and offer your obeisances to him. И ты должен пойти и поклониться ему. So I offered my obeisances to him. Ну, я поклонился. But then later on, my friend Vishnuджаной Maharaj came by. Но через какое-то время там показался Вишнуджан Махарадж, мой старый друг. Because I had lived with Vishnuджаной Maharaj. I had helped him open the temple in Houston, Texas. I helped Vishnuджаной Maharaj open the temple in Houston, Texas. Houston. Я помог Вишнуджану Махараджу открыть храм в Хьюстоне, Техасе. And so we were good friends. And at this time I asked Vishnuджаной Maharaj if he could help me out and give me some devotees to help run the temple. Итак, мы остались друзьями с тех пор, и я попросил Вишнуджану Махараджа, не может ли он помочь мне несколькими людьми, несколькими брахмачари, чтобы мы могли лучше содержать храм. Because I had just donated the best 2 brahmacharis I had to another temple. Потому что своих лучших брахмачари я только что отдал другому храму. So Vishnuджаной Maharaj said, well, I talked to Tamал Krishna Maharaj, and we decided that not only we're not going to give any devotees, but we're going to get you to join the Radha-Damodara party and take all your devotees with us. И Вишнуджан Махарадж сказал, мы обсудили все с Тамала Кришна Махараджем и решили, что мы не дадим тебе других брахмачари, но мы заберем тебя и всех твоих брахмачари в эту странствующую группу Радха-Дамодара. And they had my GBC right to Srila Prabhupada. И они побудили моего GBC написать Шриле Прабхупаде. And Prabhupada agreed. И Шрила Прабхупада согласился. So that's how I joined Radha-Damodara. И так я включился в группу Радха-Дамодара. So I was traveling with Tamал Krishna Maharaj. There's one story. Tamal Krishna Maharaj, one time Srila Prabhupada was talking to him. Итак, во время этих путешествий, я расскажу хотя бы одну историю. Когда они говорили, Тамал Кришна Махарадж говорил со Шрилой Прабхупадой.
And Tamil Krishna Maharaj was the temple commander at that time in Los Angeles. В то время Махарадж был ответственным за храм в Лос-Анджелесе. Temple commander. Комендантом храма, да, спасибо. Комендантом храма в Лос-Анджелесе. And Prabhupada said, in the spiritual world, there is a lotus flower. Шрила Прабхупада стал рассказывать, что в духовном мире растет такой цветок, есть такой цветок лотоса. And it's so big Он такой огромный, that the whole spiritual, all the Vaikuntha planets, they fit into it. он такой огромный, что весь духовный мир, все эти планеты Вайкунтхи помещаются в него. And each Vaikuntha planet is unlimited. А эти планеты Вайкунтхи безграничны. And in the spiritual world, there are unlimited Vaikuntha planets. И их в духовном мире бесконечное множество. And in one little spot in the spiritual world is a cloud. И в одном уголке этого духовного неба, духовного мира находится такое небольшое облачко. Small cloud, little cloud. Маленькое облако. Маленький. And hardly anyone notices that cloud. Оно настолько маленькое, что его почти никто и не замечает. And in that cloud there is Karnadaka Shai Vishnu. И в этом облачке возлежит Карнадакашая Вишну. And from his body are emanating unlimited universes. Из его тела исходит бесконечное множество вселенных. There are more universes than there are grains of sand on the beach. Этих вселенных больше, чем песчинок на берегу моря. And in the smallest universe, А в самой маленькой из этих вселенных, out of the trillions and trillions of universes, из этих триллионов и триллионов вселенных, Garbhodaka Shai Vishnu enters into that universe. Вот в эту вселенную тоже входит Гарбhodakashaya Вишну. And from his navel sprouts a lotus flower. Из его пупка вырастает лотос. And in that lotus flower there are unlimited planets that he creates. И в его стебле помещается бесконечное множество вселенных, которые он творит. And in this very small planet is called the Earth planet. И малюсенькая планета в этих вселенных называется Земля. And in that Earth planet there are so many continents. Continent. On this Earth planet, Mira, Minoga, continents. There are so many continents, like North America. И на этой планете несколько континентов. And in one continent is called North America. Один из этих континентов называется Северная Америка. And in North America there is one state, it's called California. И на этом континенте есть один штат, который называется Калифорния. And in California there is one city called Los Angeles. И в этой Калифорнии есть город, один из городов, называется Лос-Анджелес. And in Los Angeles there is one road called La Cienega Boulevard. И там одна улица называется бульвар Вацеки. And on La Cienega Boulevard there's one house called the Hare Krishna Temple. И на этом бульваре находится здание, которое называется храм Харе Кришна. And in that temple there's one temple commander. И в этом храме находится комендант. And he thinks he's controlling everything. И он думает, что в его власти находится все. So Tamil Krishna Maharaj was actually quite, as His Holiness Chandramali Maharaj said, he was very intelligent. Как уже его святейшество Чандрамали Махарадж отметил, Тамал Кришна Махарадж был очень разумным. And he utilized that intelligence
to make devotees, to... I learned from him how to make devotees. И он этот разум применял, вот я именно у него научился, как обращать людей в преданных. We had our techniques of how to make devotees for Radha-Damodara. Мы разработали целую методику, как привлекать людей к служению Радха-Дамодаре. He engaged those devotees in book distribution. И он занимал этих преданных распространением книг. And therefore, at one time, Radha-Damodara was the topmost book distribution party in the world. И потому в одно время эта группа Радха-Дамодара стала самым крупным распространителем книг во всем мире. Whatever he desired, he utilized great intelligence to achieve it. И о чем бы он ни помышлял, к чему бы он ни стремился, он всегда это делал очень разумно. I used to take prasadam with Tamil Krishna Maharaj. Я часто принимал с ним прасад. And he had different gurus. He had gurus. Gurus? Yes. He had a guru for deity worship. He had a guru for different things. I was his health guru. У него было множество гуру. Кто-то его учил, как кому-то он обращался за наставлениями, как поклоняться божествам, кому-то еще по каким-то вопросам. А я был его гуру по здоровью. So whatever we were eating, he would ask me to tell the health glories of that particular food. И он спрашивал меня, как я отношусь, как я оцениваю ту или иную пищу. No? Whatever we ate. Oh. Mm-hmm. Yes. Whatever we ate, skolka, veshi, whatever we ate, he asked me to tell him what the properties of that food was. И что бы мы ни ели, он спрашивал у меня, какими качествами обладает эта пища. Yeah. So in that way, and he was expert at exactly knowing what the cook put into everything that he ate. He could tell exactly what spices were used, how it was cooked. He was expert. When he tasted something, he knew everything about it. И он добился такого мастерства в понимании этих качеств пищи, что когда он что-нибудь пробовал, он мог сказать, какие специи туда клали, как готовили, во всех подробностях. I used to cook for him sometimes. Иногда я для него готовил. And we'd have a little game. He would tell me how I cooked it. И мы играли. Он мне рассказывал, как я это готовил. So he was an expert organizer. Он был очень опытным организатором, искусным. When I was in Chicago, когда я был в Чикаго, that at that time the topmost book distributors in the world were there. Там находились самые лучшие распространители книг во всем мире. There was Pragosh, a devotee named Pragosh, Tripurari Maharaj, Vaishasika Prabhu, Naikatma, and others. Там был вот ряд этих преданных и еще другие. So he had organized them to go out and to bring devotees back to the temple. He asked the he organized the temple in such a way as to make the devotees. He organized the temple in a way to make devotees. Он организовал всю деятельность храма так, чтобы привлекать как можно больше преданных. So we had the book distributors go out and they try to bring devotees back to the temple.
Он устроил все так, чтобы распространители книг, когда выходили на Санкиртану, они старались приводить с собой других. There was another group of devotees headed by Shivaram Maharaj. They would go out and do Harinam all day. Другие преданные выходили Трипурари Махарадж, Shivaram Махарадж. Во главе с Шиварамом Махараджем выходили и пели целый день. And they bring devotees back to the temple. И тоже приводили с собой преданных. And then we had our devotee program, И our bhakti program. еще была дополнительная программа, бхакти программа. And there was one sannyasi and myself, we were heading up the bhakti program. И эту программу вели я и еще один саньяси. So in 1 month we made 20 new devotees. In 1 month, За месяц к нам присоединилось 20 new devotees joined the temple. Dudmatsit, prayed in him, joined the temple. 20 devotees in 1 month. Joined the temple. За месяц к нам присоединилось 20 новых преданных. So that was quite good for at least in America. Но это было очень неплохо, хотя бы для Америки. And most of those devotees are still in the movement. И большинство из этих преданных до сих пор находится в движении. So when Tamil Krishna Maharaj went back to school, когда Тамал Кришна Махарадж вернулся к своей учебе, he was such an excellent student that he got only the best marks. Он был таким отличным студентом, получал только самые лучшие отметки. He was one student who got straight A's throughout his entire studies. Он был единственный, который получал только высший балл во время всей своей учебы. So it was amazing because he was older than all the other students in the school. Это всех поражало, потому что он был старше всех остальных студентов. So Tamil Krishna Maharaj, as he wrote himself, как он сам писал, he was a devotee that nothing was ordinary when you were around him. С которым никогда ничего не происходило, обычным образом. То есть с ним всегда все происходило совершенно необычно. Everything was quite extraordinary. То есть все было совершенно необычайно. One time I went to his temple in Dallas. One time I went to his temple in Dallas. Однажды я направился в его храм в Далласе. And the first thing he asked me to do was to go to the Philippines. И он попросил меня отправиться на Филиппины. And I was a sannyasi. This was in 1984. Я был в саньясе, я уже был в саньясе, это было в 1984 году. And the Philippines was probably the last place in the world I wanted to go to. А Филиппины как раз было такое место, именно то место, куда я в последнюю очередь хотел бы отправиться. There was one sannyasi there, he was having some difficulty. Там уже находился один саньяси, ему все давалось большим трудом. But he wanted me to go there and help. И Тамал Кришна Махарадж хотел, чтобы я отправился туда ему помогать. And I was thinking in my mind that I don't want to go. А я думал, что мне бы не хотелось туда ехать. And the more he tried to convince me, the more I was thinking that I definitely don't want to go. И чем больше он пытался меня убедить, тем более упрямо я думал, что нет, я не хочу туда. But then I thought, well, what would happen if what would Prabhupada want me to do?
И тогда я подумал, ну ладно, а чего бы от меня хотел Шрила Прабхупада? So then I thought, Srila Prabhupada would want me to serve my god brother. И тогда я понял, что, скорее всего, Шрила Прабхупада хотел бы, чтобы я послужил своему духовному брату. So whatever my feelings are, I should just do it to please Prabhupada by pleasing his devotee. Так что, чего бы мне самому не хотелось, я лучше сделаю то, что должен, чтобы удовлетворить Шрилу Прабхупаду. So then I agreed to go to the Philippines. Итак, я отправился туда, на Филиппины, And I stayed there for 6 months. и пробыл там 6 месяцев. And that's where that was the first time I learned Bhagavad Gita by heart. И именно там я впервые мне удалось заучить Бхагавад-гиту наизусть. And there is only 2 Westerners in the Philippines, in the temple in the Philippines. В то время в храме в Филиппинах находились только 2 западных преданных. There was, what's the name of this? Purnachandra Prabhu at that time. В то время там находился Пурначандра Прабху, His wife, Archie Devi Dasi, его жена Арчи Девидаси and myself. и я. So, and our only business was to go on book distribution all day. Я занимался тем, что каждый день выходил на распространение книг с утра до вечера And then I'd learn Bhagavad Gita. и заучивал Бхагавад-гиту. And then Tamал Krishna Maharaj came to the Philippines. Затем туда, на Филиппины, приехал Тамал Кришна Махарадж. And he was very grateful that I had spent so much time there. Он был очень благодарен мне за то, что я там потратил столько времени. So generally, even when he had asked me at one time if I could teach a health course in Vrindavan. Однажды он спросил меня, не мог бы я прочесть курс? Health course. Курс по здоровью во Вриндаване. Здоровье. So that's where I first started to study about health. И тогда я стал Later I taught Ayurveda 2 months a year for 7 years. Так я впервые стал преподавать этот курс, и позже он развился в курс по аюрведе, который я преподавал в течение 7 лет. So for some time, Tamil Krishna Maharaj gave me a lot of direction in life, in devotional service. Так Тамал Кришна Махарадж мне порой давал такие направления, определяющие мою всю жизнедеятельность в сознании Кришны. He was like chutney. He was like a chutney. Chutney. Chutney, you know chutney? Yes, yes. Он был по вкусу он напоминал чатни. Chutney means he was sometimes too hot to take. Иногда чатни бывает таким горячим и острым, что его невозможно есть. And sometimes too sweet to want to miss. И одновременно настолько сладким, что от него невозможно оторваться. So he was a very charming devotee. Он был очень обворожительной личностью. He was like he had this perfect ability to blend into people. Blend. He was like a chameleon. He knew how to exactly fit into someone's psyche. Он видел в совершенстве, у него было совершенное видение, как соединять людей, как сливать их природы, как сочетаются их природы. He knew the right thing to say at the right time. Он знал, как в нужное время сказать нужное слово. So but sometimes he would get very fiery. He would get full of fire, argon. Иногда он был таким очень взрывным. He would become very fiery. Fire. Fired. Yeah. And sometimes he would be very sweet. Таким очень огненным, а иногда сладостным. So I guess it's time for Arti. So
He was the most interesting devotee I ever knew. Он был самым интересным из всех преданных, с кем я когда-либо встречался. He had so much association with Srila Prabhupada. И он так долго, так много общался со Шрилой Прабхупадой. That he had so much to add to the society. He had so much to give to the society. Он мог нам, у него было так много, что он мог нам всем дать. Just I'll tell one more thing. He told me one time that Prabhupada called him, this is in 1968, Prabhupada told him to come and take lunch with him. Расскажу еще одну историю. В 1968 году, когда Шрила Прабхупада пригласил его обедать. This is in Los Angeles. В Лос-Анджелесе. No one took lunch with Srila Prabhupada. В то время со Шрилой Прабхупадой никто не обедал. So this was quite amazing that Prabhupada had asked someone to take lunch. И это вообще само по себе уже было особое событие, что Шрила Прабхупада кого-то пригласил пообедать вместе. So even the devotees who were cooking the lunch and serving it, they were quite surprised. Даже те преданные, которые готовили этот обед, они тоже были удивлены. So at the end of the lunch, И в конце Prabhupada asked Tamil Krishna Maharaj, "Did you like the lunch?" Шрила Прабхупада спросил у него: "Ну как тебе понравился обед?" And he said, "Yo, very nice, Prabhupada." И он ответил: "Да, обед очень хороший, Шрила Прабхупада." He asked Prabhupada, "But Prabhupada, what is the order we're supposed to eat the food in? What is the order that we're supposed to eat the different preparations?" Но в каком порядке мы должны были есть эти блюда? Prabhupada said, "Every man has his genius. Every man has his own genius in eating." Шрила Прабхупада ответил, что у каждого есть свое, каждый сам себе, да, каждый сам себе мастер. And then at the end, Prabhupada said, "By the way, I have a proposition for you." Но в конце концов Шрила Прабхупада сказал: "Кстати, у меня есть для тебя предложение." I've just ordered, Dainapan has asked that told us they'd give us a discount if we ordered a quantity of Bhakti Godheads. Dainapan Дайнипан, окей. has offered us a discount if we buy from them a quantity of Bhakti Godhead magazines. Дайнипон, это издательство в Японии, предложило нам очень хорошую скидку, если мы возьмем у них большую партию журнала «Обратно к Богу». Dainapan is a publisher in Japan. Дайнипон – это издательство в Японии. So Prabhupada said, "I'd like you to sell 2,000 Bhakti Godhead magazines per month." И я хотел бы, сказал Шрила Прабхупада, чтобы ты распространял по 2000 журналов каждый месяц. So at that time, we were generally distributing around, like in Bhaffalo, every month we distribute 70 Bhakti Godheads. В то время мы в Баффало распространяли примерно 70 журналов в месяц. So for some temple to distribute 2,000 Bhakti Godheads in a month was quite amazing at that time. И чтобы какой-то храм распространил по 2000 журналов в месяц, это было бы неслыханно. So Prabhupada arranged it in such a way as that the only answer that Tamil Krishna Maharaj could say was yes. Но Шрила Прабхупада все устроил так, что единственный ответ, который в то время мог произнести Тамал Кришна Махарадж, было «да». So we can learn from that, if you want someone to do something, Итак, мы можем поучиться тому, что если мы хотим кого-то побудить что-то сделать, the first thing you do то в первую очередь нужно is you feed them well. хорошо его накормить. Prabhupada was expert, Шрила Прабхупада был очень искусен в этом. and Tamil Krishna Maharaj learned how to be expert also.
И Тамал Кришна Махарадж научился у него этому искусству. His Holiness Srila Tamil Krishna Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. For Premanande Hari Bol.